Прихлопнула троном. Замку Пугачева и Галкина вынесли приговор. Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист и телеведущий Максим Галкин, находятся за границей и, похоже, не планируют возвращаться в Россию в ближайшем будущем. Однако на родине у звездной пары остались внушительные активы, в том числе знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Какое наказание понесут супруги? И какая судьба ждет их роскошную недвижимость? Истинный хозяин замка, по документам, в имение Пугачевой и Галкина в Грязи входят 3 отдельных постройки. Сам шестиэтажный дворец площадью 1867 квадратных метров, банный комплекс, включающий бассейн, площадью 571 квадрат, где примадонне проводили все косметические процедуры, и домик площадью 29 квадратных метров. Предполагается, что самое маленькое здание использовали как подсобку для охраны. Как выяснил из сайта kp.ru, певица ничего из этого не принадлежит. По документам всеми участками и постройками звездного семейства в подмосковной деревне владеет исключительно молодой муж артистки. Замок и спа-зону Галкин зарегистрировал 21 сентября 2011 года, а в брак с Пугачевой вступил только в декабре того же года. Это означает, что при разводе исполнительница не сможет претендовать на долю от этих зданий. Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016 по 2020 годах. А из построек ей положена лишь половина того самого скворечника на 29 квадратных метров, пояснил звездный адвокат Андрей Алешкин. И, конечно, последует неотвратимость наказания. После побега из России знаменитые супруги пытались продать элитную недвижимость в Московской области. По данным разных СМИ, имение выставили на продажу за 1 миллиард рублей, но желающих приобрести владение за почти 2 года так и не нашлось. Потенциальных покупателей могут отталкивать локация без развитой инфраструктуры и расходы на содержание особняка. Только за коммунальные услуги придется платить 500 тысяч рублей в месяц. В такую же сумму обойдется поддержание порядка в имении, сообщила РИА Новости. Однако помимо продажи и раздела, в случае развода, замок Пугачева и Галкина может ждать другая судьба, ведь Госдума единогласно приняла в 3 чтениях закон о негодяях. Инициатива предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против России, а также за публичное оскорбление и дискредитацию армии. Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим, подчеркнул спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин тоже призывал продать недвижимость примадонны и ее мужа. По мнению общественника, полученные деньги можно было бы пустить на благие цели, на вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами, помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания, заявил Бородин в комментарии с сайта news.ru. Адвокат Вадим Богатурия разъяснил, позволит ли новый закон изъять имущество звездных супругов. Специалист отметил, что обратной силы у уголовного закона нет, а действовать он пока не начал. Если после этой даты любое лицо начнет распространять фейки об армии, и в результате будет возбуждено уголовное дело, тогда в рамках этого приговора какое-то имущество конфисковать могут. Но все, что они говорили до вступления закона в силу, не приведет к уголовной ответственности, заявил Богатурия Пятому каналу. Адвокат добавил, что в существующей редакции по новому закону нельзя конфисковать единственное жилье, но нужно учитывать судебную практику. По словам специалиста, единственный способ для Пугачевой и Галкина сохранить хоть какие-то деньги – продать замок до его изъятия. Автор YouTube-канала Будда Гришна пришел к выводу, что после вступления закона о негодяях в силу в первую очередь под угрозой окажутся счета примадонны и ее мужа, поскольку это самая ликвидная составляющая. Для обеспечения изъятия имущества потребуется изъять замок Пугачевой, значит он будет изъят, вынес приговор элитной недвижимости блогер. Не исключено, что вернуться в Россию звездным супругам уже не суждено. Но и за границей их может ждать незавидная судьба. После начала СВО Пугачева и Галкин обосновались в Израиле и успели пожить в Латвии. Однако после обострения палестино-израильского конфликта знаменитой семье вновь пришлось переезжать. По данным НТВ, выбор певицы и пародиста пал на Кипр. Муж примадонны продолжает разъезжать по миру в попытках заработать на концертах,
на которых он крайне нелестно отзывается о родной стране. Но этого способа заработка шоумен скоро может лишиться. Недавно Галкина не пустили на Бали по иммиграционным причинам. Также отменились выступления артистов в Таиланде и Оаэ. После этих случаев гонорары юмориста упали почти в 2 раза. По мнению актера Станислава Садальского, Пугачева оказалась в неприятном положении, поскольку стала рабой любви. Певица пошла поперек себя, и как жена декабриста поехала за супругом, предположил артист. Есть такая русская пословица «Любовь зла полюбишь и козла», прокомментировал выбор примадонны Садальский в беседе с аргументами и фактами. Режиссер Никита Михалков заявил, что Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. По словам кинематографиста, после побега за границу мнение россиян об артистке изменилось. Садальский согласился, что люди не смогут смириться с поступком примадонны. Они ее на трон посадили, а потом этим троном и прихлопнули, заключил актер. А Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.